Роблоксе есть просто миллионы плейсов, и каждый, ну почти каждый из них имеет свою единственную и неповторимую карту. Но задумывались ли вы, насколько эти карты могут быть огромными? Вот это одна из моих любимых игр в Роблоксе, The Wild West. Вы только посмотрите на эти масштабы. Тут и пустыни, и города, и реки, и даже снежные горы завезли. Или вот, к примеру, Jailbreak, почти что GTA. Карта и правда по размерам не уступает какому-нибудь самостоятельному проекту, но на самом деле она тоже далеко не самая большая. Что ж, тогда давайте сравним размеры разных плейсов и посмотрим, у кого все-таки окажется больше. Для нахождения размеров чего-либо в Роблоксе существует своя единица измерения – студы. Один студ приблизительно равен 0,3 метра. Это, если что, официальная информация от Роблокса. Исходя из всего этого, можно смело сказать, что площадь будет измеряться в студах квадратных, а их уже лучше переводить в километры. В общем, поиск информации, выведение формулы, разные замеры и перевод всего этого в квадратные километры занял у меня практически целый день. Ну и давайте посмотрим, что же из этого вышло. На 15 месте у нас одна из самых популярных игр в Роблоксе – Tower of Hell. Площадь карты башен составляет всего 900 квадратных метров. И это буквально как футбольное поле у тебя во дворе. Думаю, эту карту будет правильнее считать высоту, но тут она тоже всего 80 метров. На 14 месте у нас дико популярная карта Please Donate. 14 тысяч квадратных метров. Честно, я никогда к этому плейсу серьезно не относился. Да и думаю, особых поклонников у него нет. Люди просто приходят попрошать, то есть зарабатывать робаксы. Идея простая, но рабочая. Кстати, если уж тема зашла о робаксах, то хотел бы вам посоветовать очень крутой сайт по их покупке. GGSell. Только здесь вы сможете найти робаксы и кучу других плюшек из Роблокса по самым вкусным ценам. Помимо Роблокса здесь есть сотни тысяч товаров по огромному множеству других игр, которые ввиду сегодняшних ограничений лучше покупать именно на GGSell. Также сайт обеспечивает вам максимальную безопасность. Например, продавец не получит деньги, пока вы не подтвердите, что товар у вас. А в случае проблем вам поможет техподдержка, которая быстро вернет вам потраченные деньги. Вы только посмотрите, как много здесь предложений по Роблоксу. Приятных бонусов от покупок, а самое главное, хороших живых отзывов. Покупайте робаксы выгодно, с умом и только на GGSell. Ссылка будет в описании. На 13 месте у нас карта второго даста из Counterblocks. 15 500 метров квадратных, что для такого шутера в принципе подходит идеально. Вообще изначально я хотел вставить версию карты из Арсенала, но она оказывается уже как год удалена из игры. К слову, если сравнивать копии из Роблокса с оригинальным дастом, то версия из КС будет больше в 10 раз. 12 место карта Crossroads. И я думаю, многие из вас сейчас такие типа, чё, какой Crossroads? Я думаю, вы все видели эту карту, но не в качестве оригинального плейса, а просто как одну из карт в каком-то плейсе. Оригинальный Crossroads, разработанный Роблоксом, уже, конечно, давно пылью покрылся. Ну а размер его составляет всего 16 тысяч квадратных метров. На 11 месте стоит симулятор леща. Нет, не этого. Симулятор вот такого леща. Slap Battles. Очень угарная игрушка с картой площадью 27 тысяч метров квадратных. Я эту игру больше знаю по видосам BRX. Кстати, Миша, привет. Но сам в нее играл очень мало. Тем не менее, было довольно весело. На 10 месте стоит Pet Simulator X с площадью 185 тысяч квадратных метров. Игра из разряда чушь собачья. И, пожалуйста, давайте я все же воздержусь от комментариев, потому что, ну, камон, когда я вижу это, меня реально блевать тянет. На 9 месте у нас игрушка просто с массой веселья и хаоса Dahut с площадью 243 тысячи метров квадратных. На самом деле, мне правда очень нравятся мемы, которые породил этот плейс. И вообще, я считаю, что именно они двигают Roblox в плане рафляночек и подобного юмора. Ну а сама карта, несмотря на свой относительно маленький размер, для меня казалась очень большой из-за своей заполненности. На 8 месте у нас один из самых топовых хорроров в Роблоксе SCP-3008. Мне эта игра понравилась с первого же раза, когда я поиграл в нее. И честно, для меня это не то чтобы хоррор, а больше симулятор постройки дома из говна и палок. Площадь карты составляет целых 500 тысяч квадратных метров. И блин, это прямо как территория Ватикана, даже чуть больше. Под идею игры это подходит просто шикарно. Этого полностью хватает, чтобы создать атмосферу бесконечного магазина. 7 место занимает плейс, который я просто обожал в детстве, Prison Life. Хоть сейчас он и погибает, что довольно грустно, но в свое время игра была лучшей в своем роде. Площадь карты составляет здесь 582 тысячи квадратных метров. Вообще, мне она казалась всегда гораздо меньше, но на самом деле тут очень большую роль играет малая заполненность карты. Идем дальше. На 6 месте располагается великий и неповторимый Brookhaven с картой площадью целых 670 тысяч квадратных метров. Ну и знаете, я вообще честно не хочу говорить про него ничего плохого, так как игра, правда, абсолютно адекватная, если сравнивать с каким-нибудь пэт-симулятором, у которого очень похожая аудитория. Ну, то есть это буквально сам для девочек. Я это называю так. В общем, тут я абсолютно нейтрален. На 5 месте по размеру карты у нас стоит Adopt Me. Она здесь уже 1 квадратный километр. И тут, как и в случае с пэт-симулятором, я бы тоже хотел воздержаться от
комментариев. Ну ибо вы без меня все прекрасно понимаете. Так что идем дальше. На 4-м месте у нас мой любимый плейс в Роблоксе, просто шикарная игра, The Wild West. Несмотря на всю эту заполненность и проработанность, ее карта составляет всего 3,2 квадратных километра. И это вообще незаметно. Игровой мир серьезно можно изучать очень долгое время, учитывая то, сколько в нем мелких деталей. В общем, я вам очень рекомендую в нее поиграть, так как это буквально одна из самых лучших игр в Роблоксе. На 3-м месте еще одна игра, с которой у меня связана просто масса теплых воспоминаний, и в которую я по сей день иногда играю, Jailbreak. Думаю, ни для кого не секрет, что карта Джейла очень сильно увеличилась в последнее время, так что ее размер тоже никого не удивит. Это целых 6 квадратных километров. И хоть ее проработанность здесь гораздо хуже, чем в том же The Wild West, стоит признать, что карта сделана неплохо. Серебро нашего топа берет Mad City с площадью 6,5 квадратных километров. И скажите правду, вы ведь тоже думали, что она гораздо меньше Jailbreak? В принципе, так оно и есть. Просто в Mad City большую часть карты занимает вода. Сам город и суша в общем занимают гораздо меньшую территорию, если сравнивать с тем же Джейлом. Итак, первое место. Кому же оно достанется? Может, Дорсу? Хотя нет, это будет странно. Ладно, давайте я вам все-таки скажу, но перед этим обязательно поставьте лайк. И на первом месте у нас Black Hawk Rescue Mission 5 с площадью, внимание, 20 квадратных километров. И мне кажется, что это все-таки самая большая карта в Роблоксе. Если найдете больше, то пишите об этом в комменты. Для меня Black Hawk это один из лучших шутеров в Роблоксе. Создателям прям респект. Ну и над картой, конечно, тоже очень хорошо постарались. Что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. В таком случае попрошу вас поставить лайк или подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А еще можете зайти в мой Discord сервер или Telegram канал. Там тоже много всего интересного. Всем удачи и до новых встреч!